Доброе утро, леди и джентльмены. 26 января, правильно. Ну, уже считайте, январь заканчивается. Нифига себе. Как время-то летит. Сенинские дворики, Владимирская область. Время 7 утра. Здесь сейчас на выезде такая ямина с этой стоянки. Получается, когда с дороги сюда поворачиваешь в горку, сейчас мы вниз спускаемся на спуск. И я вчера вечером, когда сюда заезжал, думаю, надо же эту ямку объехать. Сейчас увидите. И так взял, ну, с той стороны получается правее, с этой стороны левее. Вот сейчас как вот примерно поеду. Вот видите, какая тут красота. Вот оно, чудище. И я вот так вот левее вот сюда вот взял с дороги. И что вы думаете, я не вышел? И меня тут, ну, не то чтобы сложило. Ну все. Вперед не едет. И назад не едет. Ну так. Аккуратненько, аккуратненько. В течение минутки, правда, я его назад вытолкнул. Ну, в любом случае, с горки, короче, назад вышел. Думаю, о, блин, приехал на стоянку. Сейчас буду здесь. А ямина-то здоровая. Что с ней делать? Я понятия не имею, как его потом оттуда вырвать. А меня, получается, ну, я повернул налево, газку, и меня начинает слаживать. Так-то минутку неприятную пришлось пережить. Неприятную минутку пришлось. Ну, слава богу, назад, раз. Правда, прицеп не точно на дорогу выходил. Давай там это, сугроб. Там еще маленькая, но он, правда, красавчик, подождал. Пока я там исполнял. Ну, пришлось назад сдавать и уже через эту ямку на скорости чуть-чуть газку, чуть-чуть подкинуло заходить, потому что по-другому никак. Ну, лед, просто лед. Развязка на Гусь Хрустальный, на Муром. Вообще знак дальше по этой, через там сколько-то километров, знак висит: грузовым запрещено 3,5 тонны. Вот. Мы сейчас уходим на... Ну, как бы все едут, понятно, что не такой уж он и знак. Ну, как бы все едут, но мы сейчас уходим в сторону Мурома, пойдем на Платку. А так, сюда тут километров через 7 получается. Вот отсюда, в общем, знак грузовым запрещено, там 3,5 тонны. Не знаю, с какой целью его повесили. Либо с целью всех загнать на Платку, либо там, может, какой ремонт идет. Без понятия. Но вот не доезжая этой развязки, километра 4, я видел знак: движение 3,5 тонны, грузовикам запрещено через 11 километров. Поэтому тут сейчас километров 6-7 в сторону Мурома. Заходим на Платку. И, как белые люди, по
латочке, по широкой дорожке, по ровненькой, без ямок, без ничего. Порулим без пробок. Газелька красавчик. Поворотник показал, он сразу не газелька. Какой-то китайский автомобильчик. Сразу оп, перестроился. Мое уважение. Выпустил. Муром, в древних муромских лесах. Ой, помню как-то этот, значит, да, вспомнилось. Ехали мы, не было еще этого моста в Муроме. Может, рассказывал, может, нет. И была понтонная переправа. А мы на эту, как это? Господи, это возле Мурома-то этот город, да, тоже там этот, то ли трубный, то ли металлургический завод. Вспомню, скажу потом. Неважно. Короче, нужно было пересечь там. Название реки тоже не помню. Вот. И ездим. Груженные двадцаткой. Мы 4 машины шли. У каждого двадцатка. А нет, вру. Это там потом собралось 4 машины. Мы ехали с коллегой вдвоем. У меня двадцатка, у него двадцатка. Контейнера там каким-то оборудованием с Германии туда везли, на этот завод. Ну, там тоже долгая история там, с этими контейнерами, там что-то и на границе пожили там с ними, и штраф писали, но это ладно, это как-нибудь при случае. Там тоже интересно было все. Вот. Но в МУП там что-то надо было по Мурому, там туда-сюда, и вот к этой речке там, а там знак 3 тонны якобы на понтон. Ну, как 3 тонны, то есть с весом получается, ну, 20, в общей сложности 20 тонн, по-моему, такой висел. Вот. В общем, знак был, получается, 20 тонн. Но не то, что там это как общая масса, там, наверное, не грузовичок нарисованный, а этот кружочек, и там было написано 20 тонн. Короче, весом 20 тонн ехать можно, пустому и до 20-ки. То есть все, а мы едем. Коллега у меня был, звали его Молчан Василий. Но это... Он был копией Александра Григорьевича Лукашенко. Вот один в один. Прямо, вот, ну не знаю, поставьте рядом, не отличишь от настоящего. У него и позывной был Лукашенко, все. И на фирме там по-другому никто никак не называл. Лукашенко. А получается, по 20-ке груженые, а там вот это оборудование мы везли. Так, Москва, платная дорога. Это куда? Это вот сюда. То есть, ну там получалось несколько деклараций. То есть общий вес была 20-ка, а деклараций было несколько. Несколько ЦМРок было. То есть на каждой ЦМРке там, ну, разный вес. А фишка в чем? Просто, ну, моста не было. Нам давали маршрут. Что-то там в объезд как-то там в сторону вроде в Гороховце направо. Короче, там такими кругалями мы должны были как бы ехать. Ну а здесь-то напрямки. Ну и естественно, да, еще этих GPS-ов не было. Понятно, ты пошел напрямки, там маршрут у тебя там, ты проехал здесь, все там, сколько там лишних километров, 150 там лишних, оп, это, ну, грубо там полтос литров, оп, тебе в карман прилипло. Списывали там и километраж тот, ну не важно. В общем, подъезжаем, конечник останавливает. Сколько вес? Груженый? Да, а мы ж под пломбой, все, груз таможенный. Так вот город и не вспомнил еще пока до сих пор. Что-то ехал. Куда это мы ехали? Ну да ладно. Вот. Да, ну, то есть они как бы посмотреть они не могут. Все ж под пломбой, все, растаможка была там на месте. Документы. Я ему одну ЦМР-ку даю, там 3 тонны. Техпаспорта даю, все там, ну, грубо там 15 тонн. Сцепка весит пустая, 3 тонны, 18 тонн. Все, прохожу.
все, раз, я тут Васе по рации там. Вася, так и так, говорю, ну ЦМР-ку давай. И заезжая на этот понтон, вот, хотите верьте, хотите нет. И этот понтон, полностью сцепка зашла, и понтон так вниз. Наверное, с того момента сидеть начал. Ну, сантиметров 7, наверное. Он ушел под воду, получается. Понтон, здесь такие эти ограждения, парапет. Через эту реку я еду, и он так, я подъезжаю, он так постепенно опускается. Ну, то есть за мной там поднимается. Было такое непередаваемое ощущение, честное слово, пережил. Я понимаю, что мы уже накосячили, причем конкретно, но не давать же заднюю, то есть уже получится не 150 там километров украдем, а лишних 300 проедем, а это уже за свой счет. Ну, то есть если возвращаться. Но, слава богу, проехали. Ой. Ну, вот была такая история. С одной стороны, сейчас смешно, тогда было нифига не до смеха. Ну, нам никто ничего не сказал, мы как выехали, так и поехали. То есть там-то, откуда я знаю, что он не выдерживает ваш документы-то мы им показали, все как бы 18 тонн должен выдерживать, а там 38 в общей сложности. Ну, 35, пускай, на 38, неважно. Да, а если бы он дальше, ниже булькнул этот понтон? Ну, что? Было такое, было. Что все, мы на платке. Здесь как бы особо-то показывать, снимать нечего. Тем более, когда сюда ехал, я ее снимал. Единственное, что здесь только одна стоянка. То это там. Место для парковки. Может быть, вот раскапывают под стоянку места. Не знаю. Ну, зато ровно, спокойно, никого нет, круиз-контроль. Едем, отдыхаем. Светало. Светает. Да, вспомнил город. Вернее, вру. Не вспомнил. Загуглил. Выкса называется. Вот. Так-то мы тогда... Так, за все время, ну, за все свое... Раз 10, наверное, в Выксе был. Вот один раз по понтону. Пару раз по объезду. Ну, а потом уже мост построили там в Муроме. И все, там уже все шло красиво. Здесь вот что еще по этой... По М12. Особенно вот сейчас вот, ну, семерку пересечем. Это... Там дальше, ну не знаю, как другие операторы сотовые. У меня мегафона не то, что интернет, там даже вообще связи нет. То есть едешь такой в тишине, да. По сторонам головой крутишь. Когда сюда ехал, я просто смотрел. Местами просто нет сети мегафона. Ну тут эту неприятность пережить можно, правда? Можно просто проехать в тишине. Какая разница? Почувствуйте разницу, говорится, поэтому, что мы ехали по М12, сейчас вот едем кусочек по М7. Там же не надо дизельное топливо, мне не надо. Что нам его слушать? Покров у нас, Покров. Пройдем, вот отсюда показываю через 21 километр там, на 108-ю и опять М12 скат. По гладенькой поедем. I am broken, words unspoken. I'm afraid.
drowning underneath. I got lost inside my feelings. Now I can't seem to find my way to breathe. Need you by my side. I can't sleep at night. Let's get lost in time. Leave it all behind. Love can't get so rough. Hope that I'm enough. Let me be the one for you. I'm trying not to let go of my pride, but every time you come back, it's like falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside. I just wanna be the one you need. And now I need you by my side. I can't sleep at night. Let's get lost in time. Leave it all behind. Love can't get so rough. Hope that I'm enough. Let me be the one for you. Какая все-таки красота. Просто вот раньше вспоминаешь, все, вот к Москве подбираешься, и день закладываешь на то, что ты будешь вот ее объезжать, вот, начиная там от Владимира, и чтобы вот, например, на Минку выскочить. Что 107-я, что 108-я, что по МКАДу. День закладываешь на это. Сейчас, вот у нас сейчас Киевка уже на горизонте. Чистого времени езды у меня получилось сюда 4:40. Это с Сенницких двориков. Обалдеть. 82, круиз, все, ноги на руль. Едешь, только по сторонам головой крутишь. Как все-таки вот, насколько облегчили. Потому что, ну, вспоминаешь, так аж передергивает. Пробки, все вот это вот. Вся эта толкотня постоянная. Конечно, спасибо большое за вот это вот. Еще бы вот этот кусочек бы закрыли, да, вот когда вот перед Покровом выскакиваешь, когда оттуда идешь, и потом за Купавной уже опять уходишь на, как бы, на 108 и потом на М12, потом выходишь на ЦКАД. Вот когда этот кусочек еще закроешь, чтобы уже ни в Покров не соваться, ни в Киржач, никуда. Ну, просто будет просто праздник. Сейчас праздник, а там будет совсем праздник. Все, вот и Киевка. Сейчас едем на нашу любимую трассу Юшково птичку забирать. Там уже человек меня ждет. Увидим своими, так сказать, глазами этого зверька. Вернее, эту птичку. Киевка, 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 Киевка. Тут
Вспомнишь, как вот это вот, что было здесь, она не широкая, это узкая, в этом селятина. Тут у нас как бы, ну, типа база была, как у нас в Ногинске сейчас здесь на этой фирме, так и на предыдущей, мимо, не считая Скании, то тут была тоже, вот сюда частенько тоже заезжали, можно было переночевать, вот сюда вот налево, там направо, там где таможня, там площадка у нас была, то, господи, как натолкаешься здесь в этих пробках. Кошмар. А сейчас, ну, действительно праздник. Влезла. Как же без тебя-то? Что тут? Лексус не хочет ехать. Никуда не торопится. Девушка за рулем. Она никуда не спешит. Рулем Юшкова забирать нашего мини-джет 3, что-то как он там называется. Не помню уже название даже. Сейчас увидим. Отсюда до Минки 8,7 километров. Все, братцы, птичка на борту. Видите, как пытаюсь улыбку сдержать, лоснится аж от удовольствия. Еще раз всем вам, братцы, огромное спасибо, кто помог приобрести ее. В общем-то, собрать на нее деньги за такое короткое время. 50, повторю, 50% ваши, 50% наши. Ну, сейчас пока ничего не распаковывал. Вот она, наша красавица. Не, вернее, красавица. Вот, все это будем делать, распаковывать дома. Учиться летать будем тоже дома. Теперь надо дальше ехать работать. Время 2 час. Поехали. Сегодня не план, а желание. Доедем до белорусской границы. Пока там еще границу пересечем. Или пересекем, как кому больше нравится. Там же сейчас эти все досмотры. Вот. Поэтому сейчас на Минку выскакиваем, едем на заправку. На Татнефть. Где-то там в районе Можайска. Там надо залить нам полные баки. Тоже. О, совсем что выключился опять. Вот тоже кого надо менять, так это камеру. Вот. Что-то он там совсем приземлился, тут прицеп. Да и этот, похоже, уже и машина вскрытая. Похоже, уже тоже это старенькая Volvo припарковалась тут навсегда. Наша любимая парковка. О, уже видите, лампочка загорелась. Сейчас зальем полные баки. Что пацаны тут на контейнерах, на аварийках стоят. Вот, ну и все по Миночке до границы. Ну там все как всегда. Конфетный шопинг.
без него никак. Домой не пустят без них. Это уже как пропуск. Покидаем Юшково. Ну, ненадолго. Скоро вернемся. Татнефть. Ни разу тут не заправлялся на этой Татнефти. Что здесь за Татнефть? Мелкая. Да что? Что у нас там, колонок нет или что? Понимаю, туда не заедешь, да? Ну ладно. Будем, значит, здесь заправляться. Тут откуда? А тут яма, смотрите, какая. Ого. Шланги длинные? Или не знаешь? Не, я сейчас сюда стану. Мне 2 бака заливать, не знаешь, хватает на второй, не хватает. Лед. Ого. Надо назад сдавать. Вот так же вчера примерно меня хотела сложить. Ё-моё. Сложить. Нормально так стал. Будем выравнивать ее. Я сложен, и поэтому и сносит. Там лед живой. Вот вчера точно так же и на заправку я на стоянку заезжал. Видите, какое тут безобразие? И все, и вот здесь вот на повороте, здесь чуть-чуть горочку, и все, и машину сразу слаживает. Пришлось назад вот сдать. И проверить эту колонку не получится. Здесь шланги короткие. Сейчас я пока вот этот бак залью. Потом, пока я перееду, уже часть топлива с этого бака в тот перебежит. Поэтому... А хотя, ну, посмотрю. Нет, как не получится? Получится. Я ж посмотрю, сколько залилось точно. Вру. Все получится, все проверим. 214 литров было в начале заправки.
Ну, видите, кто-то тут давал, пока песочка не посыпали. Ха. Да. Больше часа. Будем пробовать по кругу выезжать. Колонки не посносить тут. Не должен вроде. Да, заправка, конечно, очень неудобная. Еще маленьких понаставили. И как мне тут сейчас проехать? Никак. Шкода вот это вот мешает. Подождем хозяина. По-другому я не выйду. Там сзади уже все подперли. Там только с левее можно проехать. Ну и что тут наш компьютер кажет? Девушки-охранницы. И постоял минут 5. Ну не охранницы, оператора. Постоял минут 5. Смотрю, что-то никто не идет. Ну, пойду, подойду. В общем, по компьютеру сейчас посмотрел. Если есть недолив, то там буквально, может, литров 20. Что там, компьютер покажет. Где ты тут? Пока найдешь еще. У меня показывает залито. По идее должно быть где-то тонна 380. Тонна 370, тонна 380. Ну, как бы. По идее я еще литров 40 могу в соседний бак засунуть. Ну, в общем, допустимо. 20 литров в тонну 200, даже если там и есть, как бы это уже не страшно, не критично. Ну, вернее, неприятно, но не очень хорошо, но и не смертельно. Фига себе, а что тут на встречке-то делает? Прицеп и тягачом и машиной переехал, видно, там двери закрывает. Наверное, он поломался, может, что-то. Ворота сзади, двери не вскрыли, там, наверное, чтобы ночью стоять, чтобы не вытащили. Все может быть, да. Все как всегда. Разоряют. Говорит, на парох не пустим. Без сладостей. Аргумент серьезный, приходится покупать. Мушковичи, наши любимые, родимые.
Сейчас поедем дальше. Сейчас вот сюда вот сходим. Денег там кучу оставим. Что какой-то снежочек здесь непонятный. Машинки навстречу идут, в снегу все залепленные. Километров 120 до границы осталось. Пошли бабки тратить. Погнали. Это что, уже отсюда от нефтеколейка? Нет, ну так просто вот тут и стоит на обочине. Ну ни хрена себе. В общем-то не намного она и меньше. Вон уже и колейка начинается. Блин, что в последнее время такие колейки тут собираются. Может, надо было лучше стать здесь, на российской стороне. И с утра поменьше машин было. Ладно, время без 10:09. Пройдем уже границу-то. Если место будет на Лукойле, спать станем. Я по чистому еду. Приготовить СМР-ку. Тут вообще прикольно. Получатель Германия, место разгрузки Италия, растаможка в Польше, оказывается. Я как бы уже на эти графы и не смотрю. Они мне не интересны от слова совсем. Колесо цельнокатанное у нас. Класс стали. Продвижка. ER7. Нет, так ничего, идем. Я думаю, за час пройдем. 60 штук их там. 10 палет, 60 штук. По 6 штук на палете. Почти 2 тонны палет. 21 тонна у меня. Да, 2 тонны палеты, 900 килограмм. Это вот эта вся эта упаковка там. Это 2 тонны палет. 2 тонны разделить на 6. 300 там с чем-то килограмм колесо получается одно. Тяжелые, тяжелые. Колесные пары никогда не забуду, каких возили. Ой. Ладно. Так, это. Сюда, сюда. Будем толкаться. Здрасте всем. Пятница, 27 января. Лукойл, что возле границы. На этом Лукойле въезжающие в Республику Беларусь могут оформить Белтол, оплату наших платных дорог. Покажу, где она находится. Это первый же Лукойл. Границу пересекайте и сразу же Лукойл. Вот там вот. Вот, видите, написано Белтол. Работают круглосуточно. Вот. Вот мы. Там все. Там, ну, там площадка небольшая. Все было занято. Вот так вот здесь прям встал. Вот, часа полтора, наверное, вчера в колейке протолкался. В 10:30 встал. Сейчас 7 утра. Скоро поедем. Вот. Ну, тут пришла небольшая неприятность. Как у нас говорится. Жизнь же штука такая, да? Полоса белая, полоса черная. Не успел, так сказать, нарадоваться коптеру, а ехал от самой Москвы всю дорогу. Радовался. Смотрел на него. О, надо баллон убрать, мусор выкинуть. Это коту посылка. Это понятно, что.
Вот она, да? Это белая полоса. А вот черная. Вот она, наша камера. Вот шнур. Здрасте всем. Пятница, 27 января. Лукойл, что возле границы. На этом Лукойле въезжающие в Республику Беларусь могут оформить Белтол, оплату наших платных дорог. Покажу, где она находится. Это первый же Лукойл. Границу пересекайте и сразу же Лукойл. Вот там вот. Вот видите, написано Белтол. Работают круглосуточно. Вот. Вот мы. Там все. Там площадка небольшая. Все было занято. Вот так вот здесь прям встал. Вот, часа полтора, наверное, вчера в колейке протолкался. В 10:30 встал. Сейчас 7 утра. Скоро поедем. Вот. Ну, тут пришла небольшая неприятность. Как у нас говорится. Жизнь же штука такая, да? Полоса белая, полоса черная. Не успел, так сказать, нарадоваться коптеру, а ехал от самой Москвы всю дорогу. Радовался. Смотрел на него. О, надо баллон убрать, мусор выкинуть. Это коту посылка. Это понятно, что. Вот она, да? Это белая полоса. А вот черная. Вот она, наша камера. Вот шнур от этой камеры. Ну и вот, видите, похоже, шнур. Вчера, пока в колейке стоял, взял камеру, хотел снять и смотрю, вот что происходит. В общем, шнуру хана, и, скорее всего, это он виновен. Вот в этом вот. Видите, расплавил он мне гнездо. Вот теперь не знаю, получится, если починить. Сегодня пятница, приеду, там пока отчет, машину помыть, сдать камеру в ремонт. Получится это гнездо заменить, есть там что, возможность какая. Ну, как бы я так погуглил, вроде бы как такие сервисы-то у нас есть. Ну, реально ли там что-то сделать, нереально, не знаю. Вот, получится, ну, значит, получится. Не получится, возможно, у нас грядут незапланированные выходные в плане съемок. На новую камеру средств пока лишних нет. Даже если бы они и были, то в любом случае, пока ее закажешь, пока она придет, а покупать лишь бы что, тоже не хочется. Хочется уже взять вещь. Ну, как бы эта камера 4 года она у меня отслужила. Я уже, да, пора, она уже, ну, это может быть, как говорится, толчок к замене. Она уже, пора ее менять. И планировалось. Ну, стоит она тоже немало. Поэтому не знаю, посмотрим, что будет. Ну, на телефон снимать, ну так, где-то какие-то моменты, там, выгрузки, загрузки. Ну, телефон это не то. Телефон это как доп. Съемка, но не как основная. Поэтому вот такое вот кино. Невеселое. Фигня, прорвемся. Будем что-то пробовать, думать. А сейчас расштуриваемся. Надо баллон убрать, мусор сходить, выкинуть. Ну и все, поехали. Камера камерой, а мясо это святое. Сейчас мы тут как шашлычка как навернем. Видите, кто-то ботинок потерял. Потом, говорит, сюрприз будет. Блин, едем. Дождь. И -2.
Ноги намерзают. Морда вся обледеневшая. Дождь идет. Такой паскудный такой вообще. Где солнце? Где мороз? Что за погода? На снежка подсыпала. Подбелила все опять в Беларуси. Ну, даже отмылся немножко по Беларуси. Последние километры. Еще по воде ехал. Здесь наоборот все залепило. Все осталось. Сейчас мы его помоем. Наконец-то. После 1,5 месяца. Поставим, сдадим отчет. И на этом все. Ну, итоги потом, попозже. Ну, еще наша машинка там сзади едет. Блин, как же ж неудобно телефоном-то. В отличие от камеры. Того. Пробег у нас получился 23 220 километров. Выехал я, ну, грузиться 12-го, в рейс вообще, ну, грубо можно сказать, 13-го. Сегодня 27-й, 1,5 месяца. Надо посчитать. Среднесуточно. Что, все? Все, ладно. Поехал я в ряд.